Сегодня приготовим один очень вкусный салатик, который не похож на остальные. Салат называется Прага, почти как пражский торт. Всем привет! Ну и что ж, для начала мы приготовим все продукты, а потом только будем собирать салат. В первую очередь нужно взять одну луковицу, нарезать ее на маленькие кубики и замариновать. Затем нам понадобится один отваренный свиной язык, его нужно будет понарезать на маленькие кубики. Если же вы не любите или не найдете свиной язык, его можно заменить на куриное филе. Далее на крупной терке нужно понатирать 3 отваренных вкрутую куриных яйца. Яйца натираем вместе с желтками, все вместе в одну тарелку. После того, как понатирали яйца, на той же крупной терке нужно натереть 2 отваренные морковки. Все продукты пока что будем раскладывать по разным тарелкам. Затем на небольшие кубики нужно нарезать 3 маринованных огурца. Ну и последнее, что нам нужно будет понарезать, это чернослив. Чернослив нужно будет постараться как можно больше измельчить. Более подробный рецепт, сколько каких продуктов пойдет, читать в описании под видео. Салат сегодня мы будем собирать через салатное кольцо. В виде кольца я сегодня буду использовать разъемную форму для торта в диаметром 18 см. Но по ссылочке в верхнем уголку вы найдете, как просто и красиво сделать салатные кольца. Итак, на первый слой мы отправляем полностью весь нарезанный кубиками свиной язык. Хорошо все выравниваем, чтобы получился ровный слой, и после этого делаем небольшую сетку из майонеза. На второй слой мы будем отправлять маринованный лук, из которого мы уже удалили полностью всю жидкость. Лук распределяем так, чтобы получился равномерный слой, и после того, как разровняли лук, наносим небольшую сетку из майонеза. На следующий слой мы будем отправлять натертые на крупной терке яйца, которые мы раньше натирали. Яйца стараемся разровнять более-менее равномерным слоем и немножко притрамбовываем. Нам нужно, чтобы они немного уплотнились, чтобы они не казались слишком воздушными. Этот слой уже нужно посолить и поперчить, соль и перец добавляйте по своему вкусу. И только после этого наносим сетку из майонеза. На следующий слой мы отправляем нарезанные маринованные огурцы. Огурцы стараемся распределить равномерным слоем, они должны получиться у вас в один ряд. На огурцы сетку из майонеза делать не нужно. Наверх на огурцы мы отправляем полностью всю натертую на крупной терке морковку. Слой из морковки хорошо разравниваем полностью по всей форме. Этот слой из морковки нужно посолить и поперчить, а затем нанести небольшую сетку из майонеза. На следующий слой мы будем использовать консервированный горошек. Добавляем его так, чтобы он получился только в один ряд. Горошек нужно распределить полностью по всей поверхности морковки. И только после этого нужно сделать небольшую сетку из майонеза. Ну и самый завершающий слой мы будем наносить из чернослива. Отправляем его наверх на горошек и делаем ровный слой так, чтобы он покрыл полностью всю поверхность. Дальше салат нам нужно установить в холодильник примерно на 2 часа, так, чтобы он пропитался. После того, как он простоит 2 часа в холодильнике, непосредственно перед самой подачей, верх нужно будет украсить. Я взял вот майонез, сделал вот такую вот более-менее, как мне показалось, аккуратную сетку из майонеза. Так, чтобы салат выглядел более красиво, я установил еще несколько листьев мяты. Снимаем салатное кольцо и вуаля, получается красивый и очень-очень вкусный салат. Я уверен, что этот салат ваши гости оценят по достоинству. Он будет не только украшением стола, но и разлетится очень быстро. А на этом у меня сегодня все. Если вам понравилось, как обычно, лайк, подписка, колокольчик. Не понравилось, поставьте дизлайк. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео. Всем пока, всем до скорых встреч на канале Аппетитная кухня.